Всем привет! Что вы знаете о теориях? Сложно вспомнить что-то сразу, верно? Если я скажу Дельтарун, уверен, у вас уже начали всплывать в голове десятки безумных и, возможно, даже правдоподобных теорий. Кстати, спасибо комментатору за идею этого ролика. С вами, как всегда, ваш покорнейший слуга Крисет. И мы начинаем. Теория первая гласит: Крис – рыцарь. Многие думают, что Крис – это рыцарь. Все из-за концовки второй главы, где Крис создает фонтан. Но на это есть серьезный контраргумент. Во-первых, в четвертой главе Сьюзи тоже создает фонтан. Как и говорила королева во второй главе, создав портал, можно просто воткнув что-то острое в землю. Во-вторых, в третьей главе мы сражаемся с рыцарем, что показывает, что это, вероятно, совсем другой персонаж. Так что эта теория не выдерживает критики. Теория опровергнута. Теория номер 2. Ральзей – предатель. В зарубежном сообществе ходят теории, что Ральзей на самом деле предатель. С одной стороны, в игре есть намеки. Он часто остается только с Крисом, будто знает, что за ним стоит кто-то еще. Мы и персонаж. С другой стороны, в 4 главе нам прямо говорят, что Ральзей знает пророчество и будущее, потому что он в курсе, как должна развиться история. По сути, Ральзей просто маленький, миленький инфимбойчик и немного потерянный персонаж, который, возможно, сам не до конца понимает свою роль. Эта теория интересная, но, на мой взгляд, маловероятная. Так что, следующий. Теория номер 3. Санс – это Санс из Undertale. Еще одна популярная теория. Санс из Дельтарун – это тот же самый Санс из Undertale. В игре Санс иногда говорит фразы, как будто помнит нас, как игрока, и будто бы знает, что мы пережили в Undertale. При этом канон гласит, что Дельтарун – это не продолжение и не подистория Undertale, но связь все-таки ощущается, ведь многие персонажи здесь перешли из Undertale. Возможно, Санс — это мост между двумя играми. Это точно теория, над которой стоит задуматься. Ну что же, а мы начнем с следующей. Теория номер 4. Гастер создал Дельтарун. По этой теории, весь мир Дельтарун был создан Гастером по просьбе Чары. Крис — это Чара. А мы — игрок, ее душа. Гастер — создатель игры, либо же разработчик. Именно он задает нам вопросы при выборе персонажа в начале, которые указывают, что Тоби Фоксу было бы несложно сделать совершенно новых персонажей. Но мы видим практически всех из Undertale. Это подозрительно. Также Азриэль нет в городе. Ее отговорка, что он учится, кажется слишком удобной. О нем нет ни одной фотографии, максимум воспоминания других персонажей. Теория выглядит очень стройной, хотя пока нет прямых доказательств, но мы будем это все изучать и исследовать. Возможно, когда-нибудь мы все узнаем. Теория номер 5. Фонтаны исполняют желания. Эта теория говорит, что тьма создает фонтаны не чтобы захватить святый мир, а чтобы помочь его жителям. Например, Сьюзи создает фонтан там, где у нее не хватает друзей. Она одинока. Ей нужны друзья. Вторая глава. Фонтан создает в месте, где Берли является птицей, которая не хватает внимания и стремится к признанию и хочет быть любимым. А Наэль становится более уверенной в себе благодаря этому путешествию. Третья глава. Дэнни, который тоже называется Дем, он просто хочет радовать всех и найти свое место. Он просто желает продолжить помогать. Четвертая глава. Фонтан создается, чтобы отец мог передать последние слова своему сыну. И я могу перечислять каждый из этих фонтанов как что-то полезное для светлых. Но все же давайте не об этом. Возможно, тьма проявляется, чтобы сделать жителей светлого мира счастливыми, а не чтобы поглотить ее. Теория номер 6. Королева как образ матери. Есть теория, что королева в игре символизирует материнский образ для всех детей. Например, Наэль воспринимает королеву как мать, которая вроде хочет как лучше, но не всегда понимает своего ребенка. Берли старается заслужить ее похвалу, но королева ее не понимает, игнорирует его. Это интересно, психологический пласт, но разбирать в каждой детали это уж слишком. Теория номер 7. Рыцарь — это мать Наэль Кэрол. Спасибо подписчику за эту теорию. Внешне у Кэрол и рыцаря есть сходство, но ключевой аргумент
это оружие. Рыцарь использует меч, напоминающий катану. А катана, как известно, есть только у Кэроу. Также во время финальной битвы третьей главы Кэроу будто уступает не нам, как игроку, а именно персонажу. Возможно, она знает, что внутри Криса есть и другая душа. Еще одно подтверждение. Кэроу пытается забрать гитару у Сьюзи и звонок в телефон. Во время этой сцены, возможно, был от нее. В темном мире Кэроу крайне могущественна. Она одна из самых сильнейших персонажей, обладающая способностью к мгновенной заморозке. Возможно, это гены от ее матери. Возможно, просто повезло. Кроме того, броня Кэроу сделана из темного кристалла. А в 4 главе мы можем узнать, что такие кристаллы даруют огромную силу. Эта теория одна из самых проработанных и звучит довольно убедительно. Что же, а на этом все. Не забывайте заглядывать на мои социальные сети, такие как Telegram, Discord, Boosty, Twitch. Все ссылочки в описании. А если вы хотите поддержать канал и получить благодарность в следующем видео, заглядывайте на мой Boosty, либо же Donation Alerts. Спасибо за просмотр и не забывайте, дружба больше, чем просто счастье.